Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим простой и быстрый торт, от которого просто невозможно оторваться. Арахис-банан-карамель – это тот случай, когда все сочетается идеально. Давайте скорее готовить. Начнем с приготовления арахисового бисквита. Все ингредиенты для него должны быть комнатной температуры. Полный список ингредиентов, как всегда, в описании под видео. В удобной емкости соединяем 35 граммов арахисовой пасты, 20 граммов растительного масла без запаха, у меня рафинированное подсолнечное, и 25 граммов воды. Все хорошо перемешиваем до объединения ингредиентов. Арахисовая паста у меня без сахара. Отдельно подготовим сухие ингредиенты. Соединяем 70 граммов пшеничной муки высшего сорта с 15 граммами арахисовой муки и 7 граммами разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем до равномерного распределения ингредиентов. Арахисовую муку можно заменить на миндальную или фундучную, или любую другую ореховую. Далее 2 небольших яйца чистым весом не более 100 граммов соединяем с сахаром и взбиваем миксером до белой пышной массы. Я взбивала на максимальной скорости 3 минуты. Мощность моего миксера 500 Вт. Теперь убираем венчики, добавляем сухие ингредиенты и замешиваем тесто вручную силиконовой лопаткой, стараясь сильно не осадить тесто. Я добавила сухие ингредиенты в 2 захода. Теперь немного этого теста добавляем к масляно-арахисовой смеси и перемешиваем до объединения ингредиентов. Мы это делаем для того, чтобы немного сблизить текстуры. Так наше воздушное бисквитное тесто легче соединится с жирами и не осядет. Теперь эту массу соединяем с основной частью теста и аккуратно перемешиваем лопаткой до однородности. И вот такое тесто получилось в результате. Я буду выпекать в кольце диаметром 22 сантиметра. Донышко затянула фольгой, чтобы тесто не вытекло, и сразу установила на противень. Выливаем тесто в форму, помогаем ему распределиться в кольце и отправляем в духовку, заранее разогретую до 170 градусов, ориентировочно на 20 минут. Смотрите по своей духовке. Я выпекаю на режиме вверх-вниз на среднем уровне духовки. Готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна выходить сухой. А после нажатия пальцем на бисквит не должна оставаться ямка. Даем бисквиту полностью остыть и только после этого освобождаем из формы. Бисквит можно использовать для сборки торта сразу как остынет. Но если есть время, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь. Так он будет меньше крошиться и ровнее резаться. Готовим бананы в карамели. 350 граммов твердых, плотных, не переспевших бананов заранее нарезаем на кружочки, толщиной приблизительно 3-4 мм. Далее 150 граммов сахара растопим сухим способом. Кастрюлю с толстым дном ставим на плиту. Нагрев включаем средний или средневысокий. На дно кастрюли насыпаем немного сахара, чтобы он покрыл дно тонким слоем. И ждем, пока эта порция начнет таять. Далеко не отходим, чтобы сахар не сгорел. Когда видим, что сахар становится жидким, убавляем нагрев и начинаем перемешивать лопаткой, постепенно подсыпая новые небольшие порции сахара. И даем каждой новой порции сахара расплавиться и стать янтарного цвета. Силиконовая лопатка должна быть обязательно термостойкой, иначе расплавится. Ни в коем случае не доводите сахар до кипения. Цвет не должен быть очень-очень темным и не должно быть запаха жженого сахара, иначе карамель получится невозможно горькая. Параллельно прогреваем почти до кипения 50 граммов жирных сливок, жирностью 33-35%. Прогреваем любым удобным способом, я нагрела в микроволновке. Небольшими порциями вливаем горячие сливки в растопленный сахар, чтобы остановить процесс карамелизации. И хорошо перемешиваем после каждого добавления. Будьте очень аккуратны, так как идет активное парообразование. Нагрев плиты в этот момент минимальный. Когда все сливки добавлены, выкладываем в карамель сразу все нарезанные бананы. И аккуратно перемешивая, даем им протомиться в карамели 2 минуты. Очень важно не передержать бананы, чтобы они не стали слишком мягкими. Они должны держать форму, а не превратиться в пюре. Готовые бананы в карамели сразу перекладываем из горячей кастрюли в другую емкость и даем остыть до комнатной температуры.
Готовим карамельно-арахисовый крем-мусс. Первым делом соединяем 4 грамма желатина и 24 грамма воды комнатной температуры. Перемешиваем и оставляем набухать. У меня порошковый желатин силой 220 блюм. Если у вашего желатина другая сила, то пересчитайте его количество по таблице. Далее 500 граммов холодных жирных сливок жирностью 33-35%. Взбиваем до полувзбитого состояния. Это такое состояние сливок, когда они достигли своего максимального объема и на поверхности появляется легкий рельеф. Но они еще пока не дошли до стадии мягкого пика, еще пока стекают с венчиков. 100 граммов вареного сгущенного молока соединяем с 60 граммами арахисовой пасты и перемешиваем до объединения. Соединяем со взбитыми сливками и перемешиваем до полной однородности. Обязательно перемешиваем на минимальной скорости, чтобы не перебить сливки и не превратить их в масло. 30 граммов сливок нагреваем почти до кипения и соединяем с подготовленной ранее желатиновой массой. Хорошо перемешиваем, чтобы все комочки желатиновой массы полностью разошлись в горячих сливках. Теперь небольшими порциями добавляем эту смесь в наш мусс, постоянно перемешивая на минимальной скорости. И вот такой нежнейший карамельно-арахисовый крем-мусс у нас получился. Готовить его нужно прямо перед сборкой торта, когда все другие компоненты уже готовы. Приступаем к сборке торта. Достаем отлежавшийся бисквит и разрезаем его на 2 одинаковых коржа. На подложку или плоское блюдо укладываем первый корж, устанавливаем раздвижное кольцо с ацетатной пленкой и плотно затягиваем по диаметру коржа. На бисквит распределяем половину крем-мусса. Укладываем второй бисквитный корж и слегка прижимаем. На бисквит равномерно распределяем вторую часть крем-мусса. И теперь убираем на 30 минут в морозильную камеру, чтобы мусс схватился. И когда мусс немного стабилизировался, верхним слоем выкладываем карамельные бананы комнатной температуры. Равномерно их распределяем по всей поверхности торта. После чего снова убираем торт в холодильник для окончательной стабилизации и пропитки. Минимум на 6 часов, но лучше оставить на ночь. Достаем стабилизировавшийся торт из холодильника, снимаем кольцо и убираем ацетатную пленку. Нарезаем на кусочки и подаем. Влажный бисквит, карамельно-арахисовый мусс и бананы в карамели. Все очень просто, ничего лишнего и очень-очень вкусно. Готовьте с удовольствием и делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео.